Друзья, всем солнечный привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы сейчас находимся в Доминикане, в Пунта-Кане. Как мы здесь оказались, мы вам расскажем в этом выпуске. И сделаем обзор резиденции, в которой мы остановились. Недалеко от нашей резиденции находится магазин, где я купила все продукты и приготовила из них завтрак. Здесь у нас тост с авокадо, яйцами и сыром пармезан, смузи из манго и авокадо. Здесь папайя свеженькая. Завтракаем в чудесном месте, и вообще это просто мечта, знаете, быть в такой резиденции, в красивой квартире, есть вкусные завтраки. Завтрак, не уступающий лучшим кафешкам здесь, в районе Пунта-Каны. Во многих даже нет таких тостов. Друзья, как вы знаете, мы должны были поехать в Пуэрто-Плата. Мы анонсировали, что мы туда поедем, но, к сожалению, нашим планам не суждено было сбыться, потому что наш самолет перенесли, сделали рейс раньше. Сейчас у нас начало марта, сами знаете, какие события происходят. Поэтому приехали в Пунта-Кана, чтобы успеть на новый самолет, который был назначен у нас ранее, планируемые даты, но на него мы тоже не попали. Было очень много людей, кто хотел ему лететь, поэтому мест не хватило. И нам пришлось задержаться в Пунта-Кане на 3 дня. Поэтому мы и записываем наш заключительный выпуск из Доминиканы. Здесь мы остановились в апартаментах, которые мы вам покажем. Надеемся, что завтра мы улетим другим самолетом. Здесь мы уже успели 2 дня, скажем так, отдохнуть, привести мысли в порядок. Вот, и завтра надеемся уже улететь. И сами получше посмотрели резиденцию, поэтому сможем вам ее показать более подробно. Так, давайте пройдемся, вообще покажу вам территорию, где сейчас мы находимся, откуда снимаем видео. Это терраса с видом на красивые пальмы, на дорогу, которая проходит здесь. Так она выглядит. Здесь у нас есть гриль, поэтому при желании можно купить мяско, рыбки, сделать, приготовить. Здесь выход на балкон. Вообще эти апартаменты рассчитаны на то, что вы здесь останетесь на длительное время, но мы здесь вот провели 3 дня. Выход у нас здесь в главную комнату. Здесь у нас стол журнальный, диванчик. Комнаты все просторные, картины красивые с цветочками. Такая же картина еще у нас есть в нашей спальне. Здесь зеркало, винтовая лестница, телевизор. Кстати, хорошо работает интернет, мы очень рады, потому что давно у нас не было хорошего интернета. Журнальный столик, по всей видимости, из Икеи у нас такой же столик есть дома. Кресло, ну и, конечно, телевизор, различные здесь атрибуты красивые, местные. Ну, так выглядит у нас гостиная. Сейчас я вам покажу кухню. Барная стойка, мы за ней ужинаем вечером. Для готовки есть вообще все необходимое. Здесь также есть кофеварка, плита. Все шикарно работает. Я постоянно готовила эти дни. Много шкафчиков, в которых есть тарелки, другая посуда. Здесь у нас стаканчики, микроволновка. Кстати, чем я здесь активно пользуюсь, еще у нас тут есть миксер. Делаю в нем соки. Здесь еще, кстати, удобно написано, насколько кружек хватит напитка. 2 кружки, 3 кружки, поэтому весьма удобно. Сушилка для посуды, вода. Нам сказали, что если вдруг она закончится, сообщить, но мы активно ей не пользуемся. В этих шкафчиках также вилки, ложки, даже терка есть, поэтому все здорово. Ну и, конечно же, холодильник. Много шкафчиков для того, чтобы хранить различную утварь. Ну и давайте пройдем в спальню. Я не мастер заправлять кровать, но вот так вот у меня получилось. Еще, видите, тоже картина, тоже цветочки, тоже светлая комната. Шторки можно задвинуть, можно наоборот пустить дневной свет. Здесь у нас зеркало, много тоже шкафчиков. Также еще один есть шкаф, там есть большое количество вешалок, поэтому это очень здорово. И даже есть утюг и гладильная доска. Практически приезжайте, и будет все как дома. Здесь у нас лампочки. Пройдем в эту комнату. Правда, у нас тут тоже все заставлено нашими вещами. Здесь раковина, зеркало, душевая. Отлично работает вода, как холодная, так и горячая. И есть еще одна душевая, она находится в гостиной. Она практически ничем не отличается от той душевой комнаты. Тоже есть и зеркало, и туалет, и сам душ. Все работает, все мы проверили. Здесь у нас
полотенчиков. Полотенец очень много. Даже есть пляжные полотенца. И помимо этого у нас есть второй этаж. Давайте поднимемся и посмотрим, что находится на втором этаже. Я называю эту комнату творческая комната, потому что здесь мы видим много картин, место, где можно посидеть, порисовать. Причем даже есть краски, если вдруг необходимо. Поэтому я ее и называю творческой комнатой. Кстати, во всех комнатах есть кондиционер, даже в этой. И есть вторая терраса, где нас ожидает Кирилл. Здесь такая обширная релакс-зона, можно на креслицах здесь посидеть, возможно, с компанией. Открывается вид на сам район Бавара, в котором мы находимся. На территории комплекса тоже есть магазин, но отсюда мы можем видеть другой магазинчик, он получше, там ассортимент побольше, поэтому если что-то надо купить, вы спокойно можете выйти на улицу и купить что-то в магазине, либо покушать в кафе, в ресторане, которые также совсем недалеко здесь есть, помимо тех, которые есть на территории этого комплекса. Мы сейчас отправляемся показать вам нашу резиденцию, но перед этим я хочу вам показать, что у нас, оказывается, есть еще одна опция. Мы узнали о ней совсем недавно. Это laundry room, можно пользоваться стиральной машиной. Нам показали, как это делать, но мы решили не пользоваться. Почему? Потому что мы завтра улетаем домой. Живем мы в корпусе, который находится ближе всего ко входу, к выходу. Вот здесь на третьем этаже. То, что третий этаж, это хорошо в плане безопасности, то, что мы живем повыше. Но и в плане безопасности еще нужно отметить, что здесь очень много охраны по всему периметру. Сейчас я вам еще покажу и перед входом, и в районе пляжной зоны. Сейчас мы направляемся в зону ресепшена, в главный офис этих апартаментов. Здесь можно зарегистрироваться, узнать всю необходимую информацию. После того, как прошли ресепшн, попадаем в основную зону резиденции. Здесь уже располагаются другие маленькие корпуса, 3-4-этажные, как можно наблюдать. Ну и здесь же есть бассейн. Вы можете расположиться у бассейна. Здесь есть бассейн для взрослых, чуть дальше для детей. А потом, когда мы пройдем еще немножко, мы увидим еще 2 таких же бассейна. Также помимо бассейнов здесь есть еще и душевые, которым вы можете воспользоваться, ополоснуться. Территория вся зеленая, ухоженная, газончики постриженные. Везде мы видим зеленые пальмы. Сейчас мы подошли к зоне еще 2 бассейнов, также взрослый, детский. Плюс здесь есть туалеты, раздевалки. Конечно же, лежаки. Как я уже отмечал, очень красиво ухоженные газончики. Кактусы растут. И огромные-огромные пальмы. Живописное местечко, можно много где сделать фотографии. А вообще, знаете, почему мы, ребят, не улетели? Потому что я до сих пор, до этого момента, еще не надевала свой новый купальник. Еще, если говорить про бассейны, то можно сказать, что они не глубокие, что взрослые, что детские, само собой. Но очень комфортные, с красивой водой, чистой. А сейчас мы уже с вами практически дошли до пляжа. От места, где мы проживаем в главном, скажем так, в самом большом корпусе, в самом начале, идти примерно 3-4 минуты. И вот мы уже пришли. Дошли мы до пляжа Бавара, до центрального пляжа. Перед входом на пляж также есть охрана, которая открывает для вас дверь. Поэтому не зря у нас на руке есть вот такие браслеты. То есть вход только для проживающих, для отдыхающих именно в этой резиденции. Также при входе на пляж мы можем видеть небольшой бар, в котором вы можете позавтракать, пообедать, поужинать, выпить напитки какие-то на пляже. На территории бара есть качели красивые с видом на море. Постелили мы полотенчики, которые
предоставляет апартаменты, расположились под пальмами, но не под кокосами. Иначе это очень опасно. Надо сказать, что в это время, а сейчас обеденное примерно время, после 12, отдыхающих людей очень много, особенно в хорошую погоду. Поэтому найти лежак под зонтиком задача непростая. Поэтому мы просто взяли 2 лежака, соединили их и расположились здесь рядом с пальмами. Сейчас пойдем купаться, покажем вам, какой здесь океан. Помимо того, что он атлантический, он же еще должен быть красивым, правильно? Сейчас мы идем по береговой линии, хотим дойти до пирса красивого, который здесь рядом располагается. Как вы видите, очень много водорослей морских, но основная их часть сконцентрирована там, где их не убирают. Здесь, насколько я вижу, какой-то тоже есть отель или резиденция, но здесь не шибко их убирают. Там, где вот мы расположились, там чуть почище, видно, что там водоросли убирают, но это, конечно, тоже не спасает пляж, потому что водоросли есть. Сегодня небольшой ветер, поэтому даже можно наблюдать здесь волны. Хотя в обычный день, когда ветра нет, здесь полная штиль и гладь. Сейчас мы немножко прогуляемся, дойдем до пирса, а уже после пойдем купаться, и я вам покажу, насколько красивый здесь океан. Ну что, друзья, погулять по пирсу нам не удастся. Видите, охранник, который здесь находится, и не дает пройти всем желающим. Лишь сюда могут проходить гости соседнего отеля, но не нашей резиденции Туркеса. Ну что ж, очень жаль, очень жаль. Так здесь прогуляться до конца, в принципе, красиво было бы. Здесь катаются на кайте вот этот вот парень. Он прямо подлетает на нем, очень здорово. Сейчас понаблюдаем за ним немного. Друзья, ветер только усиливается. Не удалось нам его переждать, но благо есть солнышко. Сейчас мы вам покажем океан в этом районе. Ну, во-первых, водоросли, как вы видите, безусловно, присутствуют, но терпимо. Но в воде они тоже есть, поэтому главное пройти первые 5-10 метров, а дальше водичка становится почище. Мне кажется, что если я буду говорить, это будет вообще бесполезно, поэтому я иду в океан и наслаждаюсь водичкой. Ну, как вы видите, первые метров 10 наслаждение так себе. Все, прошли участок с водорослями. Буквально 10 метров. Здесь уже водичка чистая. Внизу только немножко ощущаются водоросли, но песочек, все равно никаких камней. Чуть поодаль располагается риф, который разбивает еще приходящие волны и не дает большому течению здесь быть большим волнам. Ребят, здесь есть буйки, конечно, но они вам не должны мешать, вы можете заплывать из-за них. Но чуть дальше уже паркуются различные суда, лодки, катера. Еще немного поснимаем кайтсерфинг. Ребята здесь гоняют, наслаждаются сейчас большим ветром, прыгают. В общем, отлично проводят время. Поэтому, если вы тоже хотите, вы можете также здесь пройти занятия и попробовать свои силы в этом виде спорта. Сейчас мы, наверное, последний раз купаемся в Доминикане, за эту нашу поездку. Надеюсь, уже улетим на ближайшем самолете. У нас не будет опять очередных приключений с тем, что мы не сможем вылететь и задержимся здесь. В этот раз у нас шансов улететь гораздо больше. Мы уже зарегистрировались на рейс, у нас есть посадочные талоны, приедем мы гораздо раньше в аэропорт. А по поводу Доминиканы хотим сказать, что для нас в первую очередь эта страна, наверное, пакетного тура, когда у вас есть и отель, все включено. А так, для самостоятельного путешествия, как нам показалось, лучше всего выбирать отдых на полуострове Самана, либо вот в таких резиденциях. Да, полуостров Самана нам очень понравился, вы его видели в наших прошлых выпусках. Если не смотрели, обязательно заглядывайте и отмечайте для себя там красивые места. Сейчас мы вернулись опять на территорию нашей резиденции. Я вот под душком споласкиваю ноги. Сейчас займем здесь лежаки и немножко еще отдохнем у бассейна.
Здесь на территории комплекса, конечно, ветра гораздо меньше, потому что со всех сторон стоят домики, поэтому сильный ветер сюда не приходит. Да и купаться, наверное, здесь в бассейне очень приятно, поэтому как дополнительный бонус это очень хорошо, потому что много водорослей на пляже, а здесь водичка прохладная, приятная. Но глубина, как я говорил, здесь не очень большая, такая по пояс, может, чуть больше. Как тебе? Да, все замечательно, бассейн широкий, можно свободно в нем плавать. И вообще, знаете, такое настроение, как будто бы ты сегодня не уезжаешь, только начинаешь отдыхать, да? Потому что до этого мы постоянно куда-то ездили, снимали какие-то интересные места, а сейчас у нас такой релакс. Да, ребят, поддержите наше видео и лайками, и комментариями. Пишите, задавайте свои вопросы по Доминикане. Ну а на этом наше приключение доминиканское заканчивается, друзья. Всем пока, спасибо, что смотрели этот выпуск. Всем пока! Будьте счастливы, всем пока, скоро увидимся.